Придется Ты можешь стоять, можешь ходить, можешь садиться. Абсолютно не важно. Брехт это не имеет значения. Важно, чтобы действовало вот здесь, чтобы действовало сердце, чтобы действовала мысль. Причем мысль, больше всего разум действует. Разум у Галилея действует. Доказательство, потому что действующее лицо у Брехта – это мысль. У него мысль действует. Актеры думают о нем. Борьба мыслей, сталкиваются мысли. Борьба мыслей, действие мыслей. И все кинематографическое движение, к которому мы привыкли, оно заложено у Брехте в столкновении мыслей. О ком говорят, что он шагает с открытыми глазами? О том, кто идет на гибель. Как могут власть имущие оставлять на свободе того, кто знает истину? Хотя бы это была истина о самых отдаленных созвездиях. И как ты можешь хотеть покинуть республику с истиной в кармане и с твоей дурацкой трубой в руке? Ты не веришь Аристотелю, но веришь великому князю Флоренции. Когда ты стоял у своей трубы, наблюдал эти новые планеты, мне почудилось, что я вижу тебя стоящим на костре. И когда ты сказал, что ты веришь в силу доказательств, я почувствовал запах горящего мяса. Я люблю науку. Но еще больше я люблю тебя, мой друг. Не уезжай во Флоренцию, Калин. Не надо. Если меня примут, я поеду. Ну, не так. Ну, не так. У меня сейчас это не очень вышло, потому что я уже несколько раз читал. Но сейчас, по-моему, Амар сделал. Амар, да. Все-таки надо относиться внимательно, когда с тобой занимается. Я внимательно. Заслуженный деятель искусства, профессор, доктор искусствоведения. Почти 70-летний Сталин. Хватит, снял, все. Я кончил. Лев Владимирович, между этой фотографией и этой 54 года жизни. Вот что вам запомнилось особенно ярко? Какие годы вы считаете перевальными? Ну, видишь ли, Семен, много было перевальных моментов. Много было всего. И счастья, и горечи. Что больше всего запомнилось? Конечно, революция. Меня, мальчика, если мне было 18 лет, так это только. Революция открыла мне совершенно новые возможности. И эти возможности прежде всего открылись на работе по хронике. Я руководил съемками хроники. Но моя кинематографическая жизнь началась несколько раньше. Когда мне было только 17 лет, я впервые переступил порог студии
тогда называлась кинофабрика Харжонкова, и уже больше не уходил из кинематографа. Боже мой, что я увидел первый раз в студии Харжонкова в его павильоне. Она была вся заставлена какими-то щитами. С потолка свешивались разные люстры. В разных местах стояли колонны. Где-то была золотая мебель, где-то стояла изба. И вот в 3 разных углах 3 разных режиссера и 3 разных оператора производили съемку. Производили съемку они под диктовку. Значит, примерно это происходило так. Идите, идите. Приближается, приближается. Нет, медленнее, нет, медленнее. Она вся трепещет, она трепещет. Больше страсти, больше страсти, больше страсти. Волнуйтесь, волнуйтесь. Но мне повезло. Я встретился с замечательным режиссером для того времени, Евгением Францевичем Бауэром. Он принял меня к себе художником. И вдруг заболел король экрана, знаменитость, актер Стрижевский, красавец. И почему-то Бауэр настаивает на том, чтобы я снимался в его роли в фильме «За счастьем». Я старался вовсю. Дело в том, что я действительно был влюблен в актрису, которая изображала героиню. Поэтому мне ничего не оставалось делать, как изображать свои собственные чувства. И когда вы посмотрите на экран, вы увидите, как это ужасно. Неужели это я? А ведь это я. В 18 году я снял первую свою режиссерскую картину «Проект инженера Брайта». Это была первая русская, потому что еще фабрики были частными. Картина, сделанная на монтаже. Лев Владимирович, а какова история открытия, которое вот называют теперь эффектом Кулешова? Ну, это результат долгих сидений за монтажным столом и всяческих экспериментов, которые я проводил, монтируя разное, соединяя друг с другом. И вот я выяснил, что если соединить один кадр с другим, или один кадр с 2 другими, то получается не только то, что запечатлено в каждом из этих кадров, а нечто новое. Нечто новое. То, чего в этих кадрах нету, не существует. Теперь это известно каждому кинематографическому младенцу. Во всяком случае, каждому хорошему режиссеру. Да вся кинематография сейчас работает так. Что это такое? Является ли это моим изобретением? Ну, знаешь, в философии есть понятие о случайности и необходимости. То, что это эффект Кулешова, это случайность. А то, что это эффект, это необходимость.
Потому что к этому времени культура кинематографа настолько уже созрела, что она требовала новых выразительных средств. Она уже не могла оставаться не искусством. Она должна сделаться, непременно должна была сделаться искусством. Но мне просто повезло, что это сделал я. Само счастье пришло мне в руки. Но настоящей школой кинематографа для меня стала работа в советской хронике, в тылу и на фронтах. Мне очень запомнились съемки с оператором Забазлаевым. Вскрытие мощей Сергия Родонежского в Загорске. Обстановка была очень напряженной, когда мы снимали. Но вот когда так называемые мощи вскрыли, то, что там было, все это было завернуто в газеты «Русские ведомости». Монахи нарушали совсем недавно неприкосновенность святых мощей. Одни из самых больших моих съемок происходили на Колчаковском фронте с оператором Эдуардом Тиссе. Что здесь я запомнил? Прежде всего, первый пулемет, который по мне стрелял. Это страшно, с непривычки. Второе, меня поразила изумительная храбрость Эдуарда Тиссе. И радовало меня это посещение первой государственной школы кинематографии, которая была основана 1 сентября 1919 года. Я зимой приехал туда в папахе, в дубленном полушубке, с маузером у пояса, и ходил смотреть, как занимаются студенты школы. Я там увидел среди студенток на танцах в оранжевом халате изумительно интересную, тонкую и своеобразную женщину Александру Хохлову. Хохлова оказалась той женщиной, с которой потом была связана моя вся кинематографическая жизнь, связана вся моя частная жизнь, вся моя работа, все эксперименты. И я очень рад, что она существует, и что она так мне помогла во многом понять кинематограф. Первое мая 1920 года. Это был исключительный день в нашей жизни. В этот день мы впервые так близко видели Ленина. Нас, 3 учеников школы, Кулешов взял на съемку Всероссийского субботника. Снимал оператор Левицкий. В тот же день мы слушали речь Ленина на закладке памятника «Освобожденный труд».
Вскоре вместе со студентами киношколы и оператором Ермоловым я снова выехал на фронт. И вот в гуще боевых действий Красной Армии против белополяков мы сняли первый советский агитфильм и назвали его «На Красном фронте». В этом фильме мы соединили игровые сцены со съемками настоящей боевой хроники. Видите, надо было бы начать так. Я познакомился с Львом Владимировичем Кулешовым в такой-то день, такой-то час. Но вот мы Писатель не звоним, Виктор когда, Шкловский. знакомимся с друг другом. И зарубки не ставим на деле. В общем так, я познакомился около 24-го года. Но слыхал про Кулешова я много. Он много делал. Так что мое сознание ходил мало-помалу. Когда я с ним познакомился, одновременно с Хохловой, я увидал молодую, очень элегантную женщину и красивого молодого человека. И Лев долго сохранял эту такую самоуверенную красоту. Он ходил в комнату, как на съемку. Свою мастерскую в киношколе Кулешов называл лабораторией. В ней учились Пудовкин, Барнетт, Галаджев, Огель, Подобед, Комаров, Оболенский. У нас не было ни метра пленки. Из-за этого нам пришлось заниматься платоническими пробами, снимать наши этюды на фото. Мы показывали также свои этюды и пантомимы на сцене. И кто-то назвал их «кино без пленки». Мы научились не считаться ни с усталостью, ни с трудностями и добились постановки, на которой было написано «Первая работа коллектива Кулешова». Это был фильм «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» по сценарию поэта Асеева. Итак, американский сенатор Вест начитался антисоветской литературы, приехал в Москву и был убежден, что попал в дикую страну. И действительно, сенатору не повезло. Он попал в руки воровской шайки.
те годы мы впервые увидели лихие американские приключенческие фильмы и прошли через это увлечение, как и вся творческая молодежь 20-х годов. Нам хотелось доказать, что и мы умеем снимать картины с погонями, драками и стремительным монтажом. Весна 1926 года. Мы на съемках. Замерзшие, мокрые, усталые, но счастливые. Это мы под вой самолетного ветра, под искусственную бурю, под бронзбойт, который поливал нас дождем, снимаем фильм по закону. По закону фильм сделан по рассказу Джека Лондона «Неожиданное». Сценарий был сделан Шкловским.
Этот фильм дорог мне тем, что мои ученики показали себя в этом фильме блестящими актерами. Они работали лучше, чем я ожидал. Он дорог мне также и потому, что фильм блестяще снят оператором Кузнецовым. Это была первая самостоятельная работа Кости Кузнецова. Но когда он вышел на экран, не следует думать, что его приняли с триумфом. Нет, одни его ругали, другие им восторгались, третьи считали, что он только для знатоков. И когда один из критиков, товарищ Херсонский, сказал, что этот фильм следует запереть в несгораемый шкаф и показывать только специалистам, то Маяковский заметил: одному Херсонскому по воскресеньям. Маяковский. Когда я в 13 или 14 году вернулся в Тамбов из первой поездки в Москву, я объявил, что я познакомился с Маяковским. Я врал. С Маяковским я не познакомился, даже его не видел. И вот я знаком с Маяковским. Льву Владимировичу и сяк из строчки никак не выворочу. Нельзя не влюбиться в человека с таким талантом, с таким упорством и с такой нежностью и добротой, которые были у Владимира Владимировича. Маяковский хотел, чтобы я поставил его сценарий «Как поживаете?». Но я тогда не знал, как это сделать. И сейчас не знаю. У Маяковского я познакомился с художником Родченко. И Родченко сделал декорации к моему фильму «Журналистка», в которой главную роль играла Хохлова. Мне очень
Неприятно быть нескромным. Но я недавно видел куски журналистки, из которой осталась только одна часть. Мне очень понравилось. Но критика журналистку разругала и признала неудачной картиной. Думаю, что сейчас было бы иначе. Но тогда в стране был НЭП. И НЭПманы хотели развлекаться. Они предпочитали видеть на экране красоток. А Хохлова не соответствовала НЭПманским идеалам. Некрасивая и худая. В искусстве надо быть терпеливым. Терпеливым. Когда-то говорил Эйзенштейн, что в нашей жизни правда всегда торжествует, но жизни часто не хватает. Так это не только в нашей жизни. Когда Лев Николаевич выпустил «Войну и мир», то было такое стихотворение, напечатанное. «Шум великий приключился, комар с дуба свалился». И Достоевского плохо принимали. И Эйзенштейну не все ставили пятерки. И Лев Владимирович это знает. И надо терпеть. И Лев Владимирович не совсем точно вспоминает. По закону и Хохлов по закону были приняты хорошо. Но картину-то покупает, конечно, прокат. А прокат хочет иметь полный зал. И прокат не хочет терпеть. Прокат не хочет терпеть не только Хохлову. Он не в восторге, когда к нему приходит картина «Броненосец Потемкин». А потом «Броненосец Потемкина» смотрит много лет. И вот тут Кулешов не выдержал сражения с прокатом. Для нас наступили трудные годы, тяжелые годы. Но об этом мне почему-то не хочется сейчас вспоминать. Не стоит. Буду говорить о главном. В кино пришел звук. Надо было устоять. Устоять перед театральщиной. Я не верил в киноспектакли, но я верил в великую силу звука в кино. И с этой верой мы начали снимать фильм «Горизонт». Звукооператором был Леонид Оболенский. В фильме снимались отличные актеры Николай Баталов и Кара Дмитриев. После «Горизонта» мне опять дали возможность подумать. Я не снимал. Но вот однажды пришел ко мне Александр Львович Курс с великолепной идеей, которая стала потом фильмом «Великий утешитель». Банкир Адамс сбежал, прихватив с собою 2 миллиона. Прокуратура изыскивает способы открыть сейф, в котором остались важные документы. Хорошенькая тема для рассказа. Метаморфоза Джемса Валентайна. В Вельмерском банке был только что установлен новый сейф и построена новая кладовая. Мистер Адамс очень гордился ими и настоял на том, чтобы все их осмотрели.
Банкир бросился к ручке и, дергая, старался повернуть ее. Дверь невозможно открыть. Часы не были заведены, и соединительный механизм не установлен. Мать истерично вскрикнула. Прошептал мистер Адамс, поднимая дрожащую руку. Агата, послушай меня! В наступившем молчании до них доносился только слабый отзвук. Охваченный паникой ребенок плакал в темной кладовой. «Сокровище мое!» — жалобно взвыла мать. «Она умрет от страха. Откройте дверь, выломайте же ее. Неужели же вы, мужчины, ничего не можете сделать?» Неужели вы не можете что-нибудь сделать, Ральф? Придумайте что-нибудь. Женщине ничто не может казаться совершенно невозможным для человека, перед которым она преклоняется. Он посмотрел на нее, и на его губах засветилась странная и мягкая улыбка. Она засветилась в его проницательных глазах. Аннабель, дайте мне, пожалуйста, розу, приколотую на вас. Не веря тому, что она его правильно поняла, Аннабель отколола розу от своей груди и подала цветок ему. Ральф Спенсер исчез. Джимми Валентайн занял его место. Отойдите все от двери. Какой чудный Джимми! Какой чудный писатель! Великий утешитель! Враки! Нет, не враки, а так должно быть! Пусти! Пусти! Я не хочу! Не хочу! Я не могу! Не нужно мне твоих ужинов, твоих подарков. Ты пойми, пойми, животное. Я не знала счастливого труда. Я не слышала добрых слов. Я не видела мужчин, не покупающих женщин. Убирайся! Твоих ужинов, твоих подарков, животное! Ты думаешь, что жизнь такая, как ее рассматривает твой утешитель? Врешь, недоверия! Увидишь! Вот Валентайн. Отойдите от двери.
Вот, джентльмены, готово. Позвольте. Ступайте. Сэр, разрешите мне, могу я спросить, когда я буду освобожден? Никогда. Но мне было обещано помилование, сэр. Никогда я не смогу написать то, что знаю, то, что надо написать. «Великий утешитель» – самый любимый мой фильм. Он сделан 36 лет тому назад. Но когда я смотрю его, мне кажется, что я его сделал вчера. Ну, а теперь я буду хвастать. Я первый, один из первых, скажем, автолюбителей в Советском Союзе. В 27 году я с мотоцикла пересел на спортивный «Форд». И до сих пор не расстаюсь с автомобилями. Я принимал участие в гонках Москва-Ярославль-Москва и получил первый приз. Я, наконец, повторил путь знаменитого Каракумского пробега. Я проехал из Москвы в Сталинабад через пустыню Малая Каракума. В общем, своей автомобильной карьерой я доволен. Что еще? Что еще запомнилось?
домой. Давай. Привалы, и костры, и дремучий лес, весеннее кваканье лягушек. Обо всем этом я пытался рассказать в натурных съемках фильма «Сибиряки». Я не знал тогда, что не пройдет и года, как он будет убит. Мы смеялись, радовались своим удачам, в шутку обменивались костюмами. Мы очень весело работали над сценарием «Комендант Снежной крепости». И вот мы снова в Болшеве. Но все уже не так. Дом опустел, нас здесь только трое. Он, Хохлова и я. Мы пишем сценарий «Клятва Тимура», а по ночам тревожные сирены предупреждают о налетах на Москву. Последняя страница, а на ней знаменитая подпись. Красная звезда с лучами, и рядом росчерк Аркадий Гайдар. Через 3 месяца он упал от фашистской пули и замолк навсегда. Лев Владимирович, на столе у Эйзенштейна в ночь его смерти осталось письмо к вам. Расскажите, пожалуйста, о своих встречах с Сергеем Михайловичем. Я встретился с Эйзенштейном в начале 20-х годов в Пролеткульте. Эйзенштейн поразил меня своей внешностью и своим обаянием. Все знают, что это был великий человек. Но я знаю, что у этого человека было изумительное сердце. Доброе, отзывчивое, по-настоящему золотое. Потом мы неразлучно работали с Эйзенштейном в Авгике. Мы заведовали кафедрой. То есть как заведовали? Ну, знаешь, как бывало в кино? Его ругали, я заведовал. Меня ругали, он заведовал. И мы создали первую программу обучения режиссеров. ВГИК одна из немногочисленных, во всяком случае, самая сильная училище, в котором учат искусству, кинематографии. И Кулешов, как и Эйзенштейн, создатели ГИКа и одновременно создатели теории кинематографии. Молодой Эйзенштейн написал: мы делаем картины, а Лев Владимирович делает кинематографию. Лев Владимирович сделал больше, чем он думает. Он не усовершенствовал старую кинематографию, он ее переосмыслил. Он ее заново изобрел. И в глубине понимания
самоуверенный Кулешов скромен, потому что он самого себя еще не прочел. Я иду по тайге и пою. Небо, небо, небо. Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию. Нет. Угадаю. Ни за угадаю. что. Не отгадаете. Угадаю. Ни за что. Летчик! Ну, товарищ капитан, вы слишком буквально поняли смысл моих слов. Вы слишком буквально поняли мои мысли. геолог. Да. Понимаешь? Не надо, ты делал так, слишком буквально. Геолог. Слишком буквально понял мои мысли, да. Геолог? Нет. Нет, преподаватель истории. Это да, глупость. действительно, это не то, не то, да. Наоборот, Сейчас, отворачивайся от сейчас. него, понимаешь, что ты будешь в камере. Поэт. Нет. Нет, поэт, не то. Близко, сейчас. Близко, Сейчас. Ты его не смотришь, а слушаешь. Сутенер. Ой, черт, я не то хотел сказать. Я хотел сказать... Что я хотел сказать? Связист. Нет. Нет? Значит, пас. Я тоже не знаю. Лев Владимирович, вы всегда были с молодежью и всегда учили молодых. Что бы вы хотели сказать им сегодня, когда вам исполнилось 70 лет? Что сказать? То, что 70 лет наступает очень быстро. То, что нельзя терять времени. То, что нужно все время работать. Всю жизнь отдавать работе. Иначе просто не успеешь. А надо успеть. Надо постараться успеть сделать, возможно, больше. Потому что я думаю, что нет большего удовлетворения, чем давать счастье людям своей работой. Я видел счастливых людей. Их было много среди моих учеников. Когда открылся первый съезд кинематографистов, то право открыть его было предоставлено Льву Владимировичу Кулешову. Вот в этот момент я воспользовался тем, что у меня громкий голос, и сказал из зала: вот, наконец, я вижу Льва Кулешова на его месте.